Присвоим новое значение 15. И в Watch Table посмотрим, как она выглядит в двоичных кодах. Итак, 15 это 4 разряда единиц. В 16-ричных кодах выглядит как F. И как в десятичном коде мы уже знаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим вопросы единиц информации и типов данных для программируемых контроллеров. Основным элементом электронной памяти является триггер, у которого имеется два состояния – 0 или 1. Вся информация, подлежащая хранению в электронной памяти, кодируется с помощью двоичных чисел. Несколько триггеров образуют регистры памяти, от длины которых и будет зависеть объем информации, который может быть сохранен в памяти. На данном рисунке показано, что в 3 ячейки 3 триггера сохранили информацию 1.0.1, что в двоичном коде можно преобразовать в пятерку. Длина единицы информации, или size по-английски, измеряется в битах или разрядах двоичного числа. Диапазон представленных чисел, или по-английски range, указывает начальное и конечное значение диапазона представленных чисел. Диапазон можно рассчитать, исходя количества представленных чисел на основании формул 2 в степени n. n – это длина единицы информации в битах. Рассмотрим самую наименьшую единицу информации – бит. Длиной является один разряд двоичного числа. Диапазоном является числа 0 и 1. Их можно рассчитать как 2 в степени 1, то есть 2 числа. Несколько бит образуют многобитовую единицу информации. Все биты в байте пронумерованы, начиная с нуля. Эти номера являются адресами битов. Следующей единицей информации является инфослово длиною в 16 бит. Все биты в инфослове пронумерованы от 0 до 16. Также имеется нумерация по байтам. Длина 16 бит, как уже говорилось, и диапазон чисел от 0 до 2 в степени 16 минус 1. То есть 2 в степени 16 это 65536 и минус 1, потому что диапазон начинается с нуля. Следующая единица информации это двойное инфослово, double word, длиной 32 бита. Соответственно, диапазон очень значительный, от 0 до 2 в степени 32 минус единица. Формат или тип данных – это способ интерпретации информации или по-другому способ представления информации. Каждая программа или функция может использовать свой тип данных. Программируемые контроллеры используют информацию, сохраненную в памяти, в виде двоичных чисел. Эти двоичные числа могут быть интерпретированы контроллером, например, как целое положительное число, как целое число со знаком, как дробное число, как знак записи, как адрес и так далее и тому подобное. Буль – это формат битовой информации или дискретной величины и воспринимается как булевая величина, то есть под нулем подразумевается понятие ложь, а под единицей это истина. Причем надо различать, что буль – это формат данных, а бит – это единица информации. Рассмотрим формат целых чисел со знаком integer. 15 бит определяет целое положительное это число или отрицательное. Таким образом, весь диапазон разбит на два поддиапазона – положительный и отрицательный. Длина 16 бит или 2 байта, и диапазон, соответственно, положительная часть от 0 до 32 767, а отрицательная часть от минус 32 768 до минус 1. Следующий формат – это целые числа со знаком, производная от integer, small integer, длиной 8 бит или 1 байт. И максимальная положительная часть соответствует 127, от 0 до 127, а отрицательная негативная часть начинается от минус 128 до минус 1. На этом рисунке показано, как выглядит integer. Отрицательные числа integer представлены как двоичное дополнение положительного целого. Двоичное дополнение получает инверсии всех битов и добавлением единицы.
Число типа реал является положительным или отрицательным, нецелым числом в значительном указанном диапазоне. Число типа реал занимает в памяти два слова, инфослова. Самый старший разряд показывает знак. Другие биты представляют мантиссу и показатель степени 2. Длина символа char длиною 8 бит или 1 байт. Каждому знаку присваивается целое число в диапазоне от 0 до 255. Причем первые 7 бит, как сказано уже выше, представляет собой код ASCII-2. Это стандартный код для обмена информацией. Тип данных string – это последовательность однобайтовых знаков. Максимальный размер 254. Например, моей стринги в кавычках указывается длина его. Может быть и не указана. В этом случае тогда длина принимается как 254. Массив содержит несколько элементов одного типа. Все элементы массива пронумерованы с помощью индекса. Например, указывается array, и вместо значков low и high указывается минимальный и наименьший, начальный и конечный индекс. В этом диапазоне все числа представлены несколько чисел, и они пронумерованы. Для представления времени используется формат EEC Time длиною в 32 бита. Причем важно понимать, что одним квантом наименьшим значением является 1 миллисекунда. В данной таблице указаны наиболее часто используемые форматы при программировании контроллеров. Буль, байт, инфослово, двойное инфослово, интеджер, реал нецелое число, time, дата, char знак, string и другие. Спасибо за внимание.